Всем привет! Сегодня видео про подтягивание спиц преимущественно новых мотоциклов, а также мотоциклов немного, так сказать, БУ, которые не видели больших кочек и трамплинов и не требуют исправления восьмерок, так как исправление самой восьмерки либо эллипса требует уже более глубокого рассмотрения и, скорее всего, отдельного видео. Ну а вы на канале Coolmax, и мы начинаем. Погнали! Для подтягивания спиц мне понадобится маркер, ВД-40, непосредственно ключ для подтягивания спиц и антикор. Ну, про антикор отдельно. Ключ можно приобрести либо в магазине, либо изготовить самостоятельно. Изготовить можно из старого гаечного ключа, либо из толстой полосы металла. Мой ключ выглядит таким образом, потому что я делаю под такую насадку. Размеры этих прорезей будут совершенно индивидуальны для каждого мотоцикла. Для Regular Sport 003 это 4,7, 4,9. Если мотоцикл не очень новый, то примерно за сутки нужно ВДшкой пробрызгать все ниппеля. Для того, чтобы ниппель легко вращался и не было проблем при ослаблении либо затягивании и регулировке спиц. Вывешиваем мотоцикл на подставке, чтобы колеса легко вращались. Количество спиц моего колеса составляет 36 штук, как спереди, так и сзади. Тянуть спицы подряд, то есть одну за другой, то есть первую, вторую, третью, четвертую нельзя, так как может произойти перекос обода как по вертикали, так и по, получится как радиальное, так и осевое биение. Для того, чтобы натяжение было равномерным, тянуть надо то сначала слева, потом справа, с левой стороны обода, потом с правой стороны обода. Для этого есть схема через 3, получается первая, вторая, третья, четвертая. Четвертая спицу, потом пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и так далее. Так как спица, получается, первая идет с правой стороны, а четвертая с левой. Ну и соответственно дальше седьмая спица опять с правой. Можно также тянуть спицы с большим разбегом через 7 штук. То есть первую спицу отсчитываем, она идет справа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Она идет слева. Соответственно, также по кругу колеса. Первую спицу я помечать не буду, помечу сразу дальше. Четвертую, седьмую и так далее. И возвращаюсь опять к ниппелю. Ключ у меня вот такого плана, ручка короткая, затянуть сильно не должно получиться. Тянуть я буду примерно на 10-15 градусов до характерного усилия. И вот эти 10-15 градусов я буду давать по всему кругу. Пройдя круг помеченных спиц, я смещаюсь на одну и опять отсчитываю через 3 штуки, делаю дальше по кругу. Резьба на спицах правая, если смотреть со стороны обода, она, значит, затягивается по часовой стрелке, то есть вверх. Приступаем. Протягиваем сначала первую спицу, потом четвертую и поехали по кругу. Приступаем теперь к следующей спице. И уже я не буду, наверное, смотреть на свои пометки. Буду отсчитывать просто по 3 спицы. Раз, два, третья. 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 Что делать в том случае, если какие-то спицы тянутся немного легче, чем остальные? Ни в коем случае нельзя подтягивать отдельно спицы в разнобой. Нужно опять повторить эту процедуру полностью. То есть мы опять начинаем от ниппеля и погнали. Опять через 4 спицы мы тянемся, опять прибавляем на определенное расстояние. Вот. Если мы попытаемся затянуть отдельно ослабленную спицу, мы однозначно перекосим колесо. Поэтому этого делать категорически нельзя. Повторяем эту процедуру, запасаемся терпением. Процедура может продлиться около часа, может быть даже больше, если без косяков. После того, как мы выполнили процедуру протягивания, нужно обязательно проверить, насколько ровно у нас получилось колесо и не перекосили ли мы его. Берем, значит, ключ, прикладываем его к маятнику. Вы берете свой ключ, либо какую-либо отвертку и
вращаем колесо, смотрим, нет ли осевого либо радиального биения. В моем случае все получилось идеально. Переходим на переднее колесо и повторяем процедуру сначала. После того, как мы выполнили процедуру натяжки на двух колесах, мы берем антикор. Ну вот у меня не отвертка и кусочек ветоши. Можно взять обычную канцелярскую кисточку для рисования. И мажем непосредственно стык спицы и ниппеля антикором, для того, чтобы защитить ее от коррозии. В дальнейшем, чтобы она легко вращалась. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если я был где-то неправ, обязательно пишите об этом в комментариях. С вас, как обычно, лайки и подписка. С меня новые интересные видеоролики. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.